Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, мои любимые ножки, мой любимый педикюр. Сегодня делаем вместе с вами педикюр маме моей клиентки. Отправляем ее в жаркие страны. Вообще, честно, мне очень приятно, когда клиенты доверяют мне своих мам, каких-то своих родственников, тем более мамы, которые никогда не делали покрытие гель-лак на ногах. И сейчас был просто лак, мы его стерли, удалили перед этим. Кстати, храните ли вы на работе жидкость для снятия лака? Потому что раньше у меня не было, и были такие конфузные моменты, когда приходилось пилочкой аккуратненько удалять лак. В общем-то, теперь я этим продуктом обзавелась, и первое, что мы делаем, это, конечно же, убираем длину. Кто-то убирает длину фрезами, я лично убираю длину кусачками прямыми от Silver Star. Они усиленные, и поэтому ногти, даже самые-самые твердые, ими очень легко убрать. Как всегда, ссылочки на все материалы, товары, инструменты я оставлю в описании под видео. Дальше нам нужно хорошенько подготовить ноготь к искусственному покрытию. Ногти, кстати, очень плотные, очень толстые, и на них много птеригии. Мне почему-то очень жалко было то, что когда я озвучивала это видео, не видно было действительно, сколько кожи было, особенно в боковых пазухах и у кутикулы. Вот сейчас я очень мягонько пилочкой на 240 грит прорабатываю боковые стороны ногтей и чувствую, как под пилкой у меня есть что-то мягкое. Это есть кожица. Обязательно подпиливаю свободный край по удобной форме и также аккуратно зачищаю птеригий. Еще пилкой иногда захожу под уголочки, чтобы они немножечко, совсем чуть-чуть скруглились. То есть нет, я не делаю овальную форму, я просто немного захожу под угол, чтобы он был более мягкий и при отрастании не впивался клиенту в подушечку. Также зашлифовываю ноготок, но самое главное, чтобы у вас была действительно мягкая пилочка, мягкая и деликатная. Кстати, в педикюре очень многие люди пользуются файлами. Я почему-то больше люблю одноразовые пилки. А чем пользуетесь вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. После чего мы берем с вами шабер и аккуратно отделяем кутикулу от птериги. Ни в коем случае птериги не заталкиваем под кутикулу. Если видим склейку обратной стороной, вот таким вот топориком, я убираю и птериги, и также убираю склейку. И видите, также топориком можно почистить. Ну, понятно же, да, что если клиент ни разу не обращался к мастеру по педикюру, даже по эстетическому, то там очень много всего интересного. Честно, я обожаю такие случаи. Я надеюсь, что вы тоже вместе со мной полюбуетесь, потому что работали мы там много. После этого мы берем кюретку и начинаем аккуратно доставать подногтевые мозоли. Итак, давайте очень важный момент раскрою, почему я делаю это на сухую. То, что поддается на сухую, лучше всегда убрать на сухую. Если вы наносите ремувер и начинаете делать это с размачиванием, то ваша подногтевая мозоль также размягчается, как и кожа, и они как бы склеиваются между собой. Если у вас встречается вот такая очень твердая подногтевая мозоль, то вы можете ее вынуть по максимуму. Кстати, все движения очень мягкие, поступательные, толкательные, и совершаются они не за счет какого-то сильного давления, а просто за счет нескольких движений, выполненных в правильное направление, то есть на вытаскивание. Если вдруг эта мозоль у вас как-то каким-то образом не поддается, то я просто беру те же самые кусачки, которыми мы с вами убирали длину, аккуратненько прищипываю, но не защелкиваю до конца, и вытягиваю, как при помощи пинцета. Ни в коем случае не подрезайте мозольки, то есть мы их просто вытягиваем аккуратненько наружу. Итак, если мы размягчим такую подногтевую мозоль, то никакой чистоты вы не добьетесь, потому что за счет мягкой кожи она просто порвется. Поэтому перестаньте уже мне писать, чтобы я срочно делала, носила ремувер, срочно покупала ванночку и начинала размачивать. У каждого своя техника, вот она моя, и результат хороший, поэтому я не вижу смысла ее менять. Ну, а напишите, пожалуйста, вы, если у вас есть какой-то супер метод удаления подногтевых мозолей, то я с удовольствием, конечно же, почитаю.
Беру свою любимую фрезу для педикюра, фреза морковка или конус, даже не знаю, уже запуталась. Все, в общем-то, называют ее по-разному. И начинаю обрабатывать. Обороты ни в коем случае не большие. Также этой фрезой мы работаем только в видимых зонах. Чем хороша эта фреза? Давайте разбираться вместе с вами. Каждый этап сегодня мы разберем с вами чуть более подробно, так как мы не делали снятие, ну и у нас есть, конечно же, дополнительное время. Эта фреза за счет достаточно большого диаметра очень быстро обрабатывает боковые пазухи, очень быстро обрабатывает поверхность ногтя, то есть немножко можно ей зачищать птериги, если вы, конечно же, соблюдаете обороты. У меня обороты небольшие, и они не превышают 8000. Но у нее также есть и не минус, а особенность работы. Ни в коем случае нельзя заталкивать ее глубоко в боковые пазухи, иначе вы просто-напросто начнете пропиливать ногтевую пластину, то есть истончать. Ну и как следствие, конечно же, у клиентов может появиться боковой анихолизис или просто анихолизис. Поэтому, естественно, мы работаем ей очень деликатно, очень аккуратно. Хочу сказать вам сразу, что все движения на видео ускорены, чтобы вы не думали, что я так машу этой фрезой. Делаю все очень и очень аккуратно. Ножки достаточно нежные всегда, и я всегда в каждом видео об этом говорю. Срез делаю твизерами. Твизеры у меня тоже от Silver Star. Если вдруг когда-то вы хотите перейти с кусачек на ножницы, сначала советую вам купить твизеры. Это что-то среднее между кусачками и ножницами, то есть защелкиваются они как кусачки, но лезвие все-таки как у ножниц. Но сразу скажу, что берите только с изогнутыми кончиками. Обезжириваю ногтевую пластину, посмотрите, какая у нас чистота, все боковые пазухи вычищены, кутикула срезана, даже мизинчик чистенький стал. В общем, я прям кайфую, когда работа выполнена так хорошо. Беру Rubber Bass Light от Maltini, она достаточно жидкая, очень легкая, ложится в тоненький слой. И как-то раз, я все ваши вопросы, кстати, комментарии всегда читаю, поэтому не ленитесь поставить лайк этому видео и задать интересующий вас вопрос. Как-то раз я читала, почему я не делаю выравнивание ногтей на ногах, потому что это вредно для ног, это дополнительная тяжесть, и на ногах мы, в принципе, никогда не делаем выравнивание. И еще был такой вопрос, что делать, если полосят пастельные гель-лаки, так как ноготь кривой, и мы не делаем выравнивания. Скажу сразу, если вы снимете полностью все старое покрытие, хорошенько зашлифуете ноготок, то даже на таком ногте у вас будет практически идеальный блик. И мы с вами берем вот такой красивый, это очень красивый лак от Maltini из прошлогодней коллекции, кстати, новогодней, и наносим его в один слой. Если честно, я хотела сначала нанести его в 2 слоя, но потом, нанеся самый первый слой, поняла, что нужно брать тонкую кисточку и прокрашивать под кутикулу, потому что второй слой здесь совершенно не нужен. Иногда я наношу первый слой как базовый, очень-очень тоненько, а второй слой уже, знаете, для яркости или для того, чтобы, например, прибавить количество блесток или усилить эффект от гель-лака. Но здесь этого даже не потребовалось. Ногти сияли просто как корона на королеве, как какой-то бриллиант. В общем, очень красиво. Блестки разных цветов в этом гель-лаке, не только красные, но и какие-то синенькие, желтенькие. В общем, блестели они очень красиво. Дальше 501 номер от Maltini, белый, я наношу также на большой пальчик, как основу под наш дизайн. Стараюсь прокрасить максимально близко к кутикуле. Сделать это с первого слоя у меня не получается, поэтому я добавляю второй. Точнее, может быть, тоже получилось бы, но я уже просто по привычке наношу 2 слоя. И тем же цветом, которым мы красили предыдущие ноготочки, мы выполняем самый-самый простой несложный дизайн. Рисуем просто вот такие вот небольшие кляксы. Я даже не знаю, что это просто абстракция. На самом деле клиент изначально попросил однотонку, потом посмотрел на гель-лак и сказал, что ей хочется еще что-то светленького. Мы сделали ноготь белым, долго думали, что же добавить, и потом я просто что-то изобразила. Не знаю, что это вам напоминает, напишите тоже в комментариях. Добавила немного черной прорисовки и покрыла все топом без UV-фильтра в тоненький слой, не выравнивала. И вот что у нас получилось. Скажу так,
с первого раза идеального, прям вот идеального результата педикюра добиться очень сложно, потому что кутикула вообще не привыкла, чтобы ее обрезали, шлифовали, полировали и так далее. Но я очень сильно постаралась и надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!